Глава 371. Архив павильона бессмертных. Даосист Хань, 10 культиваторов, с которыми ты сражался, были наняты за большие деньги великими кланами из отряда защитников острова. Хотя их уровень культивации невелик, их опыт и техника превосходят возможности обычных культиваторов, поскольку они сражались с демоническими животными в море и участвовали в спаррингах с культиваторами других островов. Не говоря уже о противниках на том же уровне, сложно было победить их, когда уровень собственной культивации на 3 уровня ниже. Вэнь Цан похвалил Хань Ли. Хань Ли улыбнулся и скромно ответил: «Мне просто повезло». Хотя на самом деле у Хань Ли был довольно обширный опыт в битве. Юноша посмотрел в сторону Лазурной горы и спросил у Хань Ли с улыбкой: «Ах, да». Даосист Хань прибыл сюда, чтобы разделаться с некоторыми формальностями в архиве павильона бессмертных. Поскольку у Хань Ли не было причин это скрывать, он спокойно ответил: «Вы правильно догадались. Я хочу решить вопрос по поводу поселения на этом острове, чтобы выбрать место для культивации». Узнав о том, куда направлялся Хань Ли, Вэнь Цан тут же предложил ему помочь. Хе-хе. Я уже несколько раз был в архиве павильона бессмертных. Как насчет того, чтобы я проводил вас туда? Будет трудно найти его в одиночку, учитывая размеры Лазурных гор. Хань Ли был немного удивлен его энтузиазму, однако он поблагодарил его и согласился. Таким образом, они бок о бок полетели к этой горе. Утонченный юноша летел впереди и громко рассказывал Хань Ли о горном хребте. На Лазурных горах нашего острова, помимо 3 великих вершин — Небесная колонна, Небесная ночь и Небесные врата, есть также 367 малых горных вершин. В этих горах бесчисленное множество пещер, которые пригодны для культивации. Естественно, хотя у большинства Лазурных гор есть крупные духовные вены, плотность духовной ци различна. 36 горных вершин с самой плотной духовной ци являются призами великого соревнования духовной земли, которое проводится раз в 10 лет. Если кто-то чувствует, что их уровень культивации сильнее, чем нынешних лорд одной из 36 горных вершин, могут бросить ему вызов. Победитель станет хозяином вершины. Различия между пиками не очень значительны. Говорят, что когда культиватор достигает стадии заложения фундамента, он может приобрести одну из этих горных вершин в качестве зоны для культивации. Что касается культиваторов стадии конденсации ци, им ничего не остается, кроме как найти место для культивации в пещере или долине. Культиваторы стадии заложения фундамента могут претендовать на свой собственный горный пик. Хань Ли был очень удивлен. Юноша проговорил слегка насмешливым тоном: «Верно. Однако культиваторы стадии заложения фундамента уже заняли большинство из них. Нам, культиваторам стадии конденсации, ци не стоит даже мечтать об этом». Ох! Мысли взбунтовались в голове Хань Ли, что привело его в некоторое возбуждение. Хань Ли вдруг подумал о чем-то и небрежно спросил: «Ах, тогда в 3 великих вершинах должно быть самый плотный духовный ци, да?» «Конечно. Самый высокий пик, Небесная колонна, это область культивации мастера нашего острова, мастера Мулуна. В эту зону запрещается заходить. Говорят, что мастер нашего острова находится на средней стадии формирования ядра, и его божественные способности просто невероятные. Что касается горных вершин Небесных врат и Небесной ночи, их соответственно занимают мастер Юань Цзюнь и мастер Кан Цинь. Хотя духовная ци по сравнению с Небесной колонной несколько слабее, она по-прежнему плотнее, чем в других областях, с завистью сказал Вэнь Цан. Хань Ли тут же спросил у него с поднятыми бровями: «Даосист Вэнь, эти двое тоже на стадии формирования ядра?» Вэнь Цан кивнул с радостным выражением: «Они не только культиваторы на ранней стадии формирования ядра, но и компаньоны Да». Хань Ли неосознанно нахмурился. На острове Отважных звезд неожиданно оказалось 3 культиватора стадии формирования ядра. Он никак не ожидал этого. Пока Хань Ли размышлял над этим, они незаметно прибыли к центру Лазурных гор. По пути им иногда встречались другие культиваторы, но они не проявляли к ним никакого интереса, а просто летели по своим делам. Через несколько минут Хань Ли и Вэнь Цан, наконец, прибыли на относительно высокий горный пик. На пике располагался небольшой двухэтажный павильон неизвестного возраста. Он не только на вид выглядел очень старым, но даже на вывеске у ворот был оторван угол. На вывеске были криво написано: «Архив павильона бессмертных». Хань Ли равнодушно взглянул на него. Хотя он видел знак, он не верил своим глазам. Повернувшись к Вэнь Цану, он спросил: «Это?» Стыдно признаваться, но это на самом деле архив павильона бессмертных. Юноша сложил руки перед собой. Весь его вид говорил о том, что он ничего не может с этим поделать. Юноша взмахнул рукой и предупредил Хань Ли: «Прежде чем уйти, мне пора. Но да, Сид Хань Ли, вам следует принять во внимание, что старший и ответственный за архив павильона бессмертных имеет странный характер».
Ханьли безразлично смотрел на юношу, когда тот исчез. Безмолвно покачав головой, он приземлился перед павильоном и вошел со спокойным лицом. Подойдя к дверям, оттуда послышался мрачный голос: «Входи». Двери не заперты. Ханьли был потрясен внезапным объявлением, но ему ничего не оставалось, кроме как войти в этот павильон, хотя он был в некоторой нерешительности. Войдя в павильон, Ханьли удивился еще больше. Интерьер резко контрастировал с внешним видом павильона. Внутри было роскошно, пол был покрыт искрящимся огненно-красным шелковым полотном, а стены были отделаны золотом и нефритами, в то время как на потолке сверкало бесчисленное количество сверкающих драгоценных камней. В углах здания стояло множество видов великолепных растений, которых Ханьли никогда прежде не видел. В центре зала стояла странная каменная кровать, сверкавшая синим светом. Хотя Ханьли не узнал, из чего она была сделана, он легко мог предположить, это были какие-то драгоценные материалы. На этой каменной кровати лежал осунувшийся мужчина средних лет. Его одежда была сделана из ослепительной, огненно-красной шкуры демонического зверя. Держа в руке огромную белую жемчужину, он равнодушно взглянул на Ханьли. Ханьли подавил свое удивление и поклонился. Затем он спросил почтительным тоном: «Здравствуйте, старший. Я хочу разобраться с формальностями насчет проживания. Могу я узнать, вы за это отвечаете?» Мужчина средних лет слегка вздохнул и спросил: «Поселиться здесь? У вас есть поручитель?» «Да, конечно». Ханьли тут же достал документ, который передал ему член клана Гэу, и шагнул вперед, чтобы вручить его тому старшему. Ханьли не осмелился его недооценивать, поскольку колебания его духовной силы явно показывали его статус мощного культиватора поздней стадии заложения фундамента. Мужчина средних лет взял документ у Ханьли и просмотрел его. Затем его глаза сверкнули ярким светом, оценивая Ханьли. Поглаживая жемчужину, мужчина средних прямо спросил: «Я слышал, что на острове появился новый культиватор, который смог победить члена отряда защитников, который находится на 5-м слое стадии конденсации ЦИ. Это ты?» Ханьли был несколько удивлен, но он поспешно ответил с долей скромности: «То, что я выиграл, была чистая случайность». «ГМ. Случайность». Мужчина средних лет фыркнул с холодной улыбкой. Ханьли внутренне нахмурился и почувствовал себя озадаченным. Битва состоялась всего несколько дней назад. Откуда этот человек узнал об этом? Мужчина средних лет поправил мех демонического зверя на своем теле, как будто он увидел замешательство в голове Ханьли и спокойно сказал: «Тот человек из отряда защитников, которого ты победили на днях, мой недостойный ученик. Потерпев поражение от ученика с более низким уровнем культивации, я отправил его в уединенное культивирование в качестве наказания». Ханьли горько улыбнулся, будучи ошеломленным на мгновение, поскольку это было слишком большое совпадение. Ханьли немного разволновался. Может быть, он намеревался преподать Ханьли урок от имени своего ученика. Мужчина средних лет прищурился на Ханьли и сказал ледяным тоном: «Не волнуйся. Это дело меня не касается, разбирайтесь сами. Надеюсь, что ты снова сразишься с моим невежественным учеником. Я не буду продолжать дело, независимо от результата». Ханьли, услышав это, расслабился. Поскольку старший просит, я не смею отказать. Мужчина средних лет был удивлен тому, что Ханьли так охотно согласился, и удовлетворительно кивнул в ответ. Рука мужчины среднего возраста засияла белым светом, и жемчужина исчезла. Затем он встал и медленно сказал: «Далее, я решу дело о твоей резиденции». Формальности для выдачи резиденции на самом деле были довольно простыми. Мужчина средних лет просто достал золотую книгу и вписал в нее имя Ханьли. Ханьли обменял зеленый нефритовый медальон, который он получил в гавани, на синюю нефритовую подвеску. Нефритовая подвеска мерцала синим светом и была высокоранговым магическим предметом. По словам мужчины среднего возраста, подвеска обладала небольшим гидроизоляционными эффектами. Этот эффект был весьма полезным. Затем мужчина средних лет бросил серебряный буклет Ханьли. Все места, сияющие золотым светом, уже заняты. Белые не заняты. Выбери один из них в качестве своей области для культивации. Кхе-кхе, сказав это, он внезапно начал кашлять. Мужчина средних лет, похоже, страдал от какой-то серьезной болезни. Глава 372. Остров малого пространства. Ханьли медленно развернул брошюру и обнаружил, что это была полная карта острова отважных звезд. Золотой и белый свет переплелись на карте и мерцали таинственным сиянием. Сверкающие области были сосредоточены в центре острова, горном хребте Лазурных гор.
Ханли обнаружил, что Лазурные горы были еще больше, чем он себе представлял. Они занимали 1/4 площади острова. Глядя на сверкающие области, Ханли невольно протер глаза. Золотых огней было столько же, сколько и белых. Однако белые огни сияли по-разному, какие-то ярче, какие-то тусклее. Ханли даже не смотрел на горные вершины, которые сияли ярче всех, поскольку мужчина средних лет тут же объяснил ему, у культиваторов стадии конденсации нет квалификации, чтобы выбрать горные вершины. Что касается других областей, здесь нет ограничений, если эта область отмечена белым светом. То же самое ему сказал и Вэнь-Цан, но остались только долины и пещеры, и все они сияли тусклым светом. Осмотрев карту какое-то время, Ханли поднял голову и спросил мужчину средних лет с серьезным тоном: «У младшего есть вопрос. Существуют ли какие-либо ограничения на то, насколько большой район я могу использовать для создания пещеры Бессмертного?» Мужчина средних лет был несколько удивлен, но тут же ответил насмешливым тоном: «Ты можешь создать любые заклинания ограничения, которые в радиусе 5 километров от твоей пещеры». Ханли спокойно сказал: «Тогда могу ли я выбрать это место? Поскольку это место также отмечено белым светом, значит, там проходит духовная вена». Он ткнул пальцем на карту в участок белого сияния, в результате цвет сияния изменился на золотой. Затем Ханли передал карту мужчине средних лет. «Здесь?» На бледном лице мужчины среднего возраста вспыхнуло удивление, когда он увидел место, в которое ткнул Ханли. Это место находилось за пределами острова Отважных звезд. Раньше оно сияло тусклым белым светом. Это остров малого пространства. Его протяженностью около 35 километров, но на нем есть небольшая духовная вена длиной в несколько километров. Мы заложили небольшое защитное заклинание и основали небольшую деревню на острове. Там проживает несколько сотен человек. Мужчина средних лет говорил это с таинственной улыбкой, в которой явно была насмешка. Ханли молчал. Он знал, что, поскольку у мужчины средних лет было такое выражение лица, с островом наверняка есть какие-то проблемы. Этот маленький остров не интересует остров Отважных звезд. Мы указали его на карте только потому, что позорно отказываться от духовой вены. Плотность духовной ци там намного ниже, чем на других островах, а ее площадь довольно небольшая. Да, другие культиваторы тебя не побеспокоят, если ты выберешь это место. Но плотность духовной ци в этой области составляет всего 2/3 от того, что находится в Лазурных горах. Таким образом, скорость твоей культивации будет значительно медленней, чем у культиваторов на нашем острове. Раньше уже были другие культиваторы, подобные тебе, которые предпочитали горько культивировать в уединении. Однако эти культиваторы неизбежно возвращались спустя несколько лет. Они предпочли бы потратить большое количество духовных камней, чтобы выбрать новую область для культивации, чем продолжать оставаться на этом острове. В конце концов, плотность духовной ци является самым важным фактором для культиваторов. Кроме того, те, кто выберет этот остров, также должен взять на себя ответственность за его защиту. Тебе придется заплатить духовные камни на расходы защитных заклинаний острова. Естественно, ты получишь определенное количество духовных камней в качестве компенсации от жителей острова, и тебе не придется платить налог мастеру острова. Но я должен предупредить тебя, что духовных камней, которые ты получишь в качестве компенсации, будет недостаточно для поддержания ежедневного использования защитного заклинания. Расход духовных камней на острове до сих пор поддерживался за счет острова Отважных звезд. Мужчина среднего возраста лениво рассказал Ханли правила, постукивая по кровати. Немного помолчав, Ханли в конце концов спросил мягким голосом: «Если я выберу этот маленький остров, разве это не значит, что я на самом деле стану хозяином острова?» «Хе-хе, но можешь считать, что так», — мужчина средних лет ответил с некоторым удивлением. Он только что рассказал обо всех недостатках этого острова. И если этот юноша все еще хочет выбрать этот остров, это уже не его дело. Мужчина средних лет задумчиво осмотрел Ханли еще раз и внутренне ухмыльнулся. Вскоре он потратит огромное количество духовных камней и будет жаловаться. Он был убежден, что в течение ближайших 2 лет этот молодой культиватор вернется с седыми волосами и изможденным лицом, чтобы выбрать новую зону для культивации. С чего он решил, что на самом деле сможет стать хозяином острова? Немного подумав, Ханли без колебаний сказал: «Хорошо, я выбираю острова малого пространства». Узнав, что Ханли принял свое окончательное решение, мужчина средних лет не стал колебаться ни минуты. Он достал золотую кисть и аккуратно обвел ей остров на карте. Белый свет острова сразу же стал золотым. Затем он обыскал свои одежды в поисках нефритовой пластинки, на которой он что-то написал этой же золотой кистью, и бросил пластинку Ханли. Ханли опустил голову и увидел, что на пластинке было 2 золотых символа. Они показались знакомыми Ханли.
Очевидно, это было его имя на местном языке. Эта нефритовая пластинка является доказательством того, что остров малого пространства является твоим районом для культивации и содержит имена жителей острова. Держи ее в безопасности. Равнодушно сказал мужчина средних лет. После он убрал брошюру и снова разлегся на каменной кровати. Затем он махнул рукой в сторону Ханли, очевидно, показывая, что тот может быть свободен. Ханли быстро попрощался с ним и тактично ушел. Выйдя из архива павильона бессмертных, Ханли совсем не собирался осматривать достопримечательности в Лазурных горах или встречался с другими культиваторами. Вместо этого он сразу же отправился обратно в поместье клана Гэу. Утром следующего дня Ханли оставил письмо за мастеру Гэу на столе в своей комнате. Затем он отправился вместе с Кривой Душой в близлежащую деревню, чтобы купить карту острова Отважных Звезд и его близлежащих территорий, прежде чем направиться прямо к гавани. Ранее Ван Чансен сказал Ханли, что самый большой город острова город Отважной Звезды расположен в западной части острова Отважных Звезд. Там была улица, которая называлась Большое Небо, где культиваторы торговали различными предметами. Хотя Ханли и хотел отправиться туда и посмотреть, чем обладали местные культиваторы, и изучить уровни их культивации, его нынешний уровень культивации был невероятно слабым. Таким образом, он боялся отправиться в район, где было много культиваторов, и неохотно отказался от этой идеи. Полетев в гавань, Ханли пробормотал себе, насмехаясь над собой: «Из-за нехватки моей силы, мужества мне теперь тоже не хватает». Он стал выбирать культивируемую площадь в Лазурных горах, а предпочел свободный остров малого пространства, где духовная ци была слабее. Принял это решение из-за того, что в этом случае ему не пришлось бы прилагать большие усилия на то, чтобы скрыть секрет своей маленькой бутылки. Только на изолированном острове вдали от других культиваторов он сможет свободно выращивать духовные лекарства, необходимые для быстрого увеличения уровня его культивации, не привлекая излишнего внимания. Хотя его скорость его культивации в некоторой степени пострадает от этого, но тонкой духовной ци хватит, чтобы выращивать духовные травы. В конце концов, он в своей культивации полагался на употребление изысканных духовных растений. Более тонкая духовная ци не повлияла бы на него слишком сильно. Ханли вылетел из порта огромного островов Отважных Звезд. Следуя карте, он направился прямо к острову Малого Пространства. На карте остров был расположен совсем рядом с островом Отважных Звезд, однако он провел в пути целый день на своей лодке Божественного Ветра, прежде чем заметил остров. Облетев один раз вокруг острова, Ханли нашел вход в защитное заклинание острова, небольшой док. Затем Ханли медленно спустился к нему. В доке было не так много людей, всего около 10 рыбаков сидели на лодках рядом с портом. Как только они увидели, как Ханли и Кривая Душа спустились с неба, они сошли со своих лодок и собрались вместе, чтобы посмотреть на Ханли. Толпа направлялась к Ханли и приветствовала его один за другим. Один крепкий мужчина с темным лицом отделился от толпы и лично поздоровался с Ханли. Казалось, этот человек был главным рыбаком, этого покорного слугу зовут Гуй. «Приветствую бессмертного мастера. Это остров Малого Пространства». Хотя Ханли знал, что он не ошибся, лучше было лишний раз убедиться. Хейгуй спросил с озадаченным выражением: «Да, великий бессмертный». Бессмертный мастер пришел заменить духовные камни. Совсем мало времени прошло с последней замены. Услышав то, что это на самом деле был остров Малого Пространства, Ханли облегченно вздохнул. С легкой улыбкой он сказал присутствующим: «Я пришел не за тем, чтобы заменить духовные камни. Отныне я буду тем, кто будет обеспечивать остров духовными камнями, поскольку этот остров стал моей областью для культивации. Вы можете все называть меня бессмертным Ханли». Под изумительными взглядами рыбаков Ханли подозвал Кривую Душу, и они полетели к центру острова. Глава 373. Внешняя реинкарнация. Единственная деревня на этом маленьком острове располагалась на восточном конце острова, недалеко от порта. На западе был небольшой горный хребет протяженностью около 10 километров с двумя небольшими горами. Более высокая гора была около километра в высоту, а более низкая была всего около 400 метров. Ханли издалека взглянул на горы, затем подавил волнение в своем сердце, решив сначала посетить деревню. Прибытие Ханли и Кривой Души вызвало настоящий переполох. Старик, назвавшийся главой деревни, шагнул вперед, чтобы поздороваться с Ханли. После того, как старик осмотрел золотые символы на нефритовой пластинке, он тут же заявил, что вся деревня должна подчиняться приказам Великого Бессмертного. Естественно, Ханли не собирался помогать им никоим образом.
Вместо этого он спросил о проблемах, которые беспокоили его больше всего: общее положение на острове и количество духовных камней, которые жители деревни могут внести на поддержание защитного заклинания острова. Услышав, что сумма духовных камней почти равнялась нулю, лицо Хань Ли стало мрачным. Разве это не означало, что он сам должен был внести все духовные камни? Мужчина средних лет сказал, что жители будут вносить часть духовных камней, потребляемых защитным заклинанием. Оказалось, что это были пустые слова. Ждать помощи от местных жителей было просто бесполезно. Хань Ли внутренне проклинал этого смотрящего за архивом павильона бессмертных, но сказал несколько обнадеживающих слов старику. Он подсчитал количество необходимых духовных камней и сравнил их с подсчетом количества духовных камней, который произвел старик. Затем Хань Ли передал старику количество духовных камней, рассчитанное на год, чтобы поддерживать защитное заклинание. Затем он сказал старику, что в ближайшие годы тот может приходить в пещеру бессмертного и забирать необходимое количество духовных камней на год. Затем, не обращая внимания на благодарность старика, Хань Ли и Кривая Душа направились к западной части острова. Как только Хань Ли вошел в горный хребет, который жители острова назвали горы малого пространства, он почувствовал слабую духовную ци, в результате чего его сердце стало биться быстрее. Спустя мгновение Хань Ли кружил над горными вершинами, стоя на своей лодке божественного ветра. Было очевидно, что духовная ци была плотнее на более высоком горном пике, но нижний горный пик был более толстым и твердым. Мало того, что он больше подходил для пещеры бессмертного, там уже была пещера предыдущего культиватора. Она была в совершенной сохранности. Казалось, что в нее можно было заселяться немедленно. Хань Ли на мгновение погрузился в мысли на своей божественной лодке. Его глаза вспыхнули ярким светом, и он принял решение. Сначала он подлетел к более толстой, более низкой горной вершине и вошел в самую глубокую, самую скрытную область пещеры бессмертного. Затем он яростно ударил по земле своими магическими инструментами. Спустя полдня он заложил основы подземного прохода в направлении основания горы. Его диаметр составлял 9 метров. Но когда проход Хань Ли достиг дюжину метров вниз основания горы, он внезапно сменил направление к основанию другой горы, за километр от этой. Хотя магический инструмент Хань Ли был несравнимо острым, помощь Кривой Души сократила время, необходимое для этого огромного прохода, на 2 дня. Прорубив проход между основаниями гор, Хань Ли создал новую пещеру внутри более высокой горы в стиле его старой пещеры в Южном Небесном регионе. Эта новая пещера бессмертного была вырезана в той же форме, что и его старая в горном хребте Тайюэ, но на этот раз вместо выхода был огромный подземный туннель. Теперь здесь будет место, где Хань Ли начнет культивировать и выращивать духовные растения. Благодаря пещере предыдущего культиватора, жившего на острове, в качестве прикрытия для настоящей, Хань Ли чувствовал себя намного безопаснее. Закончив пещеру бессмертного, Хань Ли поставил первую возобновляющуюся формацию 5 элементов у входа в низкую, более плотную гору. Затем, облетев вокруг 2 гор, Хань Ли все еще чувствовал себя неловко. В результате он достал комплекты инструментов для установки формации, которые дала ему Синь Жуиньдал, и решил развернуть 2 еще более впечатляющих формации: формация свирепого небесного ветра и формация небесных иллюзий. Эти 2 заклинания формирования имели широкий диапазон и полностью охватывали собой обе горы. Несмотря на то, что они не были столь же удивительными, как возобновляющаяся формация 5 элементов, они все равно были способны создать большие неприятности для культиваторов в стадии заложения фундамента. Таким образом, его пещера бессмертного легко могла обезопасить Хань Ли от культиваторов ниже стадии формирования ядра. Взглянув с неба за пределами формации, горы казались окутанными мистическим туманом, в результате чего их было трудно разглядеть. Хань Ли, слегка улыбнувшись из-за увиденного, скрылся с поля зрения. Войдя в настоящую пещеру бессмертного, Хань Ли постоянно стал заниматься собой, вместо того, чтобы отдохнуть. Во-первых, он создал секретный сад с духовными растениями. В конце концов, ему были нужны зрелые растения для культивации, но для этого молодым отросткам нужно было подрасти. Хань Ли посмотрел на бутылку так, как будто она была столько же ценной, как его собственная жизнь, а затем спрятал ее в углу сада и накрыл фрагментом волшебных сокровищ, который он давно приобрел. Он также сделал тайное отверстие в стене пещеры, позволяя ему конденсировать зеленую жидкость. Затем он создал несколько десятков секретных комнат разного размера в соответствии со списком размножения насекомых, полученного от культиватора секты контроля над призраками. Он поместил в них белых пауков и других насекомых, а после установил рядом несколько ограничений, чтобы они не сбежали. Покончив с самыми важными делами, Хань Ли решил, что время медитировать и усовершенствовать ци еще не настало. Вместо этого он осторожно вытащил светло-серую нефритовую пластинку, которой он забрал императора Юэ.
В нем было много странных секретных техник, включая технику внешней реинкарнации, которую он уже давно для себя присмотрел. Хань Ли погрузил свое духовное чутье в нефритовую пластинку и несколько раз внимательно прочитал эту технику культивации. Затем он свернул свое духовное чутье и задумался о том, что прочитал. Хотя Хань Ли ранее уже принял решение, тщательно подумав об этом, он почувствовал, что культивировать эту технику было действительно опасно. В нефритовой пластинке было ясно сказано, что если созданный им клон будет уничтожен, духовное чутье, заложенное в клоне, будет уничтожено и его невозможно будет восстановить. Более того, если его оставшееся духовное чутье не будет достаточно сильным, оно серьезно пострадает. В лучшем случае это приведет к безумию, в худшем случае он будет страдать от отклонения ци и погибнет. Кроме того, даже если технику удачно культивировать, техника внешней реинкарнации на самом деле была просто техникой марионетки высокого уровня. Она полностью отличалась от способности разделить себя на две части, что уступало божественным способностям, которыми обладали некоторые кланы культиваторов. Однако, у Хань Ли было кровавое ядро 5 элементов, так что у него была прекрасная возможность создать клон с темным ядром. Это была большая удача — создать марионетку с силой культиватора стадии формирования ядра. Хотя марионетка будет только на ранней стадии, с помощью нее легко будет защититься от любого культиватора стадии заложения фундамента. Самым трудным и важным аспектом в создании клона было то, что для этого требовался труп с духовными корнями. Но у Хань Ли уже был подходящий труп, кривая душа, бездушный усовершенствованный труп, который он приобрел уже давно. Разумеется, извлечение души культиватора, особенно культиватора низкого ранга, что могло привести к разрыву меридианов тела из-за силы используемой магической техники, что привело бы к невозможности дальнейшей культивации. Вот почему так много культиваторов с удивлением смотрели на кривую душу, когда увидели, что труп обладает колебаниями духовной ци. Хотя случаи, когда душу удавалось извлечь вместе с меридианами, существовали, за последние 100 лет не происходил ни один. К сожалению, эта техника внешней реинкарнации требовала неповрежденное после извлечения души тела культиватора, уровень культивации которого был на 6-м слое или ниже, подходящий труп было сложно найти. Хотя Хань Ли не знал причину таких странных требований, он предположил, что она, вероятно, имела какое-то отношение к степени контроля над трупом после введения в него духовного чутья. Хань Ли не знал, каким образом Юй Чжитун и доктор Мо создали кривую душу, но кривая душа определенно удовлетворяла всем этим требованиям, сделав его исключительно хорошим кандидатом для создания клона. Что касается императора Юэ, он, вероятно, использовал неизвестное количество мертвых низкоранговых культиваторов, прежде чем нашел подходящий труп. Хань Ли сидел со скрещенными ногами на земле и обдумывал в течение длительного времени, прежде чем начать культивировать технику великого развития до 2-го слоя, прежде чем он сможет усовершенствовать труп. Как только он это сделает, он не пострадает, если его клон будет разрушен. Он имел глубокое понимание поразительных эффектов, с помощью которых техника великого развития укрепляла его духовное чутье. Прежде чем он сможет культивировать технику великого развития, ему сначала нужно восстановить его прежний уровень культивации на стадии заложения фундамента. Чтобы начать культивировать технику внешней реинкарнации, ему придется достигнуть поздней стадии заложения фундамента. Попробовав создать клон, независимо от того, увенчается она успехом или потерпит неудачу, Хань Ли все равно придется пытаться усовершенствовать технику изменения 3 сущностей. В конце концов, это искусство культивации наряду с сущностью техники владения лазурным мечом станет важным шагом на пути к стадии формирования ядра. Мысленно распланировав свою будущую культивацию, Хань Ли вошел в секретную комнату в его пещере Бессмертного и начал культивировать с помощью лекарственных таблеток. Он использовал только гранулу желтого дракона и гранулу золотой сущности, которые мог использовать культиватор ниже стадии заложения фундамента. Таблетки для стадии заложения фундамента были слишком опасными для его нынешнего уровня культивации. Было бы более целесообразным подождать, пока он достигнет 7-го слоя стадии конденсации ци, прежде чем начать принимать их. С учетом того, что при его нынешнем культивировании не должно быть узких мест, Хань Ли считал, что сможет восстановить свой прежний уровень культивации относительно быстро. Глава 374. Бесконечная культивация. Время шло день за днем. Помимо выращивания духовных растений и усовершенствования гранул желтого дракона и золотой сущности, Хань Ли все оставшееся время проводил в усердной медитации. Периодически он также занимался обучением белых паучков и других чудесных насекомых в соответствии с информацией секты контроля над призраком при выращивании насекомых. Это была его единственная радость во время культивации. Хань Ли подсчитал, что ему понадобится около года на то, чтобы достигнуть 10 уровня стадии конденсации ци.
Это было похоже на вспышку молнии по сравнению с его предыдущей скоростью культивации. Однако Хань Ли был несколько недоволен этой скоростью. После того, как он достиг 9-го слоя, он решительно настроился принимать гранулы заложения фундамента. Используя силу духовных лекарственных растений, Хань Ли понадобился только год, чтобы достигнуть стадии заложения фундамента. Теперь он смог использовать истинный первородный огонь. Хань Ли немедленно прекратил принимать низкоранговые таблетки для культивации и стал употреблять таблетки, которые были предназначены для культиваторов стадии заложения фундамента. Согласно предположениям Хань Ли, порошок для усовершенствования духовной ци не действовал на него потому, что в свое время он принял его слишком много. Что касается других 3 рецептов таблеток, они действительно могли помочь ему достигнуть средней стадии заложения фундамента. Но согласно его изначальному плану, Хань Ли не собирался немедленно углублять свой уровень культивации. Вместо этого он будет накапливать духовные таблетки и культивировать технику великого развития в рамках подготовки к созданию клона. Изначально Хань Ли потребовалось всего полгода, чтобы культивировать технику великого развития до 1-го слоя и получить его исключительные преимущества. Хотя Хань Ли чувствовал себя несколько мрачным, поскольку у него не было способностей к овладению элементными магическими техниками, у него был значительный талант к технике великого развития. Таким образом, Хань Ли мог надеяться только на 2-й слой техники великого развития. Согласно его неполной информации о технике великого развития, его духовное чутье было в несколько раз сильнее, и он также мог бы разделить свое сознание на несколько сотен различных направлений. В сочетании с техникой марионеток можно было с легкостью вообразить пугающий потенциал техники великого развития. Хотя Хань Ли знал, что культивироваться до 2-го слоя будет сложнее, чем до 1-го, потребовалось гораздо больше времени, чем он ожидал. Сначала он считал, что ему потребуется всего 3 года, чтобы достигнуть 2-го слоя техники великого развития, но Хань Ли обнаружил, что ему потребуется не менее 6 лет усердной, чтобы он смог достигнуть 2-го слоя. Поскольку это потребовалось бы в 2 раза больше, чем он ожидал, Хань Ли чувствовал себя крайне беспомощным. Теперь, когда сильное увеличение его духовного чутья оказалось такой головной болью, Хань Ли, казалось, что-то вспомнил, в результате чего лицо побледнело. На 3-й год культивации Хань Ли техники великого развития, ученик культиватора средних лет, из архива павильона бессмертных получил приказ бросить вызов Хань Ли на острове малого пространства. В результате он был пойман в ловушку формации Хань Ли на целых 3 дня, пока Хань Ли случайно не обнаружил его и не освободил. Из-за сложности культивирования техники великого развития Хань Ли совершенно забыл об этом. Используя свою безымянную технику сдерживания ци, чтобы скрыть свой настоящий уровень культивации, Хань Ли сумел выиграть с небольшим преимуществом. Хань Ли утверждал, что ему удалось выиграть только благодаря его магическим инструментам, однако ученику, который несколько дней провел в плену иллюзий, ничего не оставалось, кроме как вернуться назад. Еще через 3 года Хань Ли, наконец, сумел культивировать 2-й слой техники великого развития и теперь готов начать культивировать технику внешней реинкарнации. Однако сначала он решил отдохнуть в течение нескольких дней. Когда его душа вошла в пиковое состояние, он призвал кривую душу в свою тайную комнату для культивации и сел, скрестив ноги, вместе с ним. Хань Ли взмахнул рукой, закрыв каменную дверь в комнату, и пристально взглянул на кривую душу в глубоком молчании. При виде уродливого, но знакомого лица кривой души, на лице Хань Ли отразились вспышки эмоций, которые хранились глубоко в сердце Хань Ли. Он вспомнил то, что было раньше, текли по сердцу Хань Ли. Он вспомнил те вопросы, которые он долго и быстро забыл: секта 7 тайн, радужные горы и некоторая знакомая фигура. Но, глядя на холодный, бездушный взгляд кривой души, Хань Ли вздохнул. Без каких-либо дальнейших колебаний Хань Ли сформировал руки заклинания, и его тело тут же выпустило лазурный свет, который отразился по всем стенам темной комнаты. Вскоре после этого лицо Хань Ли слегка зажмурился от зеленого света, а на его лбу выступили капельки пота. Затем из его глаз вырвалось ослепительное белое сияние, на которое никто не осмелился бы взглянуть. Хань Ли внезапно взревел, когда его руки сформировали странный жест заклинания. Хотя его тело все еще было неподвижным, из его большого пальца внезапно выскочил шар зеленого света. Он быстро влетел в ноздрю кривой души и распространился по остальному его телу. В это мгновение лицо Хань Ли было смертельно бледным, а пот по нему уже стекал градом, однако ослепительный свет в его глазах стал еще ярче. 2 тонкие полосы белого света внезапно вырвались из его глаз в кривую душу. Затем тело Хань Ли и кривой души вздрогнули. Каменная дверь скрытой комнаты для практики была закрыта целый месяц. В середине следующего месяца каменная дверь тайной комнаты медленно открылась, являя изможденного, но чрезвычайно довольного Хань Ли. Создание клона было невероятно трудной и опасной процедурой, которая в конечном итоге привела к успеху.
Хотя он и не знал, как именно это произошло, он знал, что, по крайней мере, он не потерпел неудачу, и не было никакой реакции на культивирование к облегчению Ханли. Но сразу же после того, как Ханли покинул тайную комнату, он вошел в другую комнату и начал культивировать. Создание клона значительно повредило его первородную ци. Если бы он сразу же не принял гранулу и усовершенствовал свою ци, возникала опасность, что он мог снова опуститься до стадии конденсации ци. Что касается изысканного клона кривой души, он продолжал оставаться в тайной комнате. Нить сознания еще не полностью контролировала труп и была разорвана. Спустя несколько месяцев Ханли полностью восстановил свою поврежденную первородную ци, а затем стал изучать искусство культивации революция трех сущностей. В искусстве культивации революции трех сущностей говорилось, что когда культиватора достигали поздней стадии заложения фундамента, они должны были рассеять большую часть своей культивации с помощью техники сущности владения лазурным мечом и начать рекультивацию с ранней стадии заложения фундамента. Это бы сжало истинную сущность и позволило бы максимально приблизить к затвердеванию, ослабив узкое место на стадии формирования ядра. Согласно инструкциям специалиста, создавшего это искусство культивации, спустя 3 циклов рекультивации возможность войти в стадию формирования ядра была 50%. Хотя Ханли неожиданно потерял свой уровень культивации средней стадии заложения фундамента, когда он достиг поздней стадии заложения фундамента, его это уже совершенно не волновало. Для Ханли разница между рассеянием культивации средней стадии заложения фундамента вместо поздней стадии заключалась лишь в небольшой степени уплотнения истинной сущности. Главная идея заключалась в уплотнении и сжатии истинной сущности, которая находилась внутри него. Не должно быть никаких больших проблем, если бы он снова начал культивировать с ранней стадии заложения фундамента. После нескольких месяцев целеустремленного изучения искусства культивации революции трех сущностей, он пришел к полному пониманию этого искусства культивации и вернулся в свою тайную комнату с большим количеством лекарственных таблеток. Он принял твердое решение о том, что он не покинет пещеру Бессмертного до тех пор, пока не закончит первую революцию его техники культивации и не достигнет 6-го слоя сущности техники владения лазурным мечом. Что касается кривой души, которая теперь полностью слилась с духовным чутьем Ханли, то он приготовил и для него духовные таблетки стадии заложения фундамента. Поскольку у кривой души были духовные корни с 3 элементами, у него была большая склонность, чем у Ханли, у которого были ложные духовные корни с 4 элементами. В результате скорость культивации кривой души с помощью таблеток была невероятно быстрой, почти такой же, как скорость рекультивации Ханли. По подсчетам Ханли, для достижения стадии заложения фундамента потребовалось бы всего 2 года. Кроме того, Ханли выбрал дьявольское искусство кровавый божественный свет из нефритовой пластинки, в результате чего кривая душа бы стал излучать серый свет по достижении стадии заложения фундамента. В конце концов, Ханли лично видел мощь этого дьявольского искусства от самого императора Юэ. Что касается того факта, что у этого искусства не было никакого продолжения для культиваторов стадии формирования ядра, то Ханли это не сильно волновало. После того, как кривая душа бы сформировал темное ядро и вошел в раннюю стадию формирования ядра, он остался бы там навсегда. Так что не было бы разницы, было ли продолжение магического искусства или нет. Процесс культивации Ханли продолжался очень долго, можно было сказать, что оно длилось вечно. В мгновение ока пролетело более 20 лет. За все это время Ханли не сделал ни единого шага из своей пещеры Бессмертного и не показывал себя жителям острова. Каждый из жителей, с тех пор, как Ханли прибыл на остров Малого Пространства, сказал бы, что он совершенно не показывался им на глаза и не трогал их. Если они хотели ловить рыбу, они ловили рыбу, и если они хотели заниматься земледелием, занимались земледелием, и, естественно, жителей сначала смущало то, что 2 горы на их острове постоянно были окутаны густым туманом. Но затем они привыкли к этому и больше не стали обращать на это внимание. Однако, деревенский старейшина неоднократно предупреждал озорных детей деревни, чтобы они ни при каких обстоятельствах не приближались к Туманным горам. Это было потому, что когда кто-то входил туда, они исчезали бесследно и не могли найти дорогу назад. Только после нескольких дней блужданий и выкрикиваний бессмертного мастера Ханли они едва ли могли обнаружить путь с его помощью. Это происходило раз, поэтому жители деревни быстро поняли, что бессмертный Хан не любил, когда кто-то его беспокоил его. Помимо вырубки леса и сбора фруктов, ничего другого не происходило вблизи гор Малого Пространства. Что касается ежегодного расхода духовных камней для защитного заклинания, то, когда глава деревни приходил и кричал в сторону горы, из белого тумана на подносе вылетало годичное количество духовных камней. Те, кто приходил за духовными камнями, никогда не возвращались с пустыми руками. Конечно, первый глава деревни, который познакомился с Ханли, скончалась в течение этих 20 лет. Нынешний глава деревни был темнолицым рыбаком, Хейгуем, которого Ханли видел, когда он впервые прибыл на остров.
Тем не менее, он забирал духовые камни точно так же, как и предыдущий. Таким образом, хотя жители острова не были особенно лояльны к бессмертному Ханли, у них было хорошее впечатление о нем. Затем в один прекрасный день Ханли вышел из своей пещеры бессмертного. Глава 375. Две красавицы. Порт острова Отважных Звезд был таким же оживленным, как и раньше. Огромное количество кораблей всех размеров то пришвартовывалось, то отплывало в море. Иногда в небе вспыхивали яркие огни разных цветов, показывающие передвижение культиваторов. Смертные на Земле не считали это чем-то странным, они давно привыкли к этому. Но сегодня полоса белого света метнулась на остров со скоростью молнии. Остановившись на короткое время в гавани, она полетела прямо в глубину острова. Если бы кто-то был ближе к белому свету, они могли бы заметить слабый силуэт двух людей, Ханли с магической силой на пике стадии заложения фундамента благодаря завершению первому перерождению в технике революции трех сущностей и кривой души, чей уровень культивации был примерно таким же, как у Ханли, в результате огромного количества духовных таблеток, используемых во время культивации. Сжав свою истинную сущность за 20 лет, культивация Ханли стала более чистой и глубокой, чем у других культиваторов с аналогичным рангом. Что касается кривой души, Ханли был очень рад тому, что его культивация почти достигла его собственного уровня. Если бы кривой душе не требовались кое-какие второстепенные ингредиенты, чтобы создать свое темное ядро, а Ханли не нуждался в подготовке к стадии формирования ядра, он бы не покинул свою пещеру бессмертного на острове Малого Пространства. Кроме того, что ему нужно было забрать духовные камни у мастера Гоу и решить свои собственные дела, Ханли сразу же собирался вернуться в свою пещеру на острове Малого Пространства. Поскольку он находился в переломном моменте своей культивации, он не мог отвлекаться по пустякам. Таким образом, Ханли и Кривая Душа пролетели вглубь острова в город Отважных Звезд. Поскольку у него по-прежнему было достаточно духовных камней, ему не нужно было спешить к поместью Гоу. Сначала он собирался купить несколько необходимых ему вещей и только на обратном пути направиться туда. Несколько часов спустя Ханли наконец увидел высокие стены огромного города. Хотя раньше он не был в городе Отважной Звезды, местоположение на карте и величественная, внушительная аура города не оставляли сомнений. Ханли внезапно топнул ногой по своей лодке Божественного Ветра, желая спуститься. Однако Ханли был удивлен, столкнувшись с ограничительным заклинанием. Этот город действительно заслуживал звания величайшего города на острове Отважных Звезд. Над ним было остановлено огромное защитное заклинание, которое распространялось на огромное расстояние в небе над городом. По правде говоря, со своим пиковым состоянием стадии заложения фундамента Ханли, он мог легко преодолеть ограничительное заклинание и продолжить свой путь, в лучшем случае используя немного больше магической силы. Однако Ханли не хотел привлекать внимание. Вместо этого он наступил на переднюю часть своей лодки Божественного Ветра, заставляя ее медленно опускаться. Ханли и Кривая Душа спокойно высадились из лодки Божественного Ветра. Убрав лодку, Ханли издалека посмотрел на огромный город издалека и поспешил к нему с улыбкой на лице. Остров Отважных Звезд был по меньшей мере в 4 раза больше, чем восточный каменный город. Пока Ханли шел по какой-то улице в городе, он заметил, что дороги были достаточно широкими, в результате чего в одном ряду могло поместиться несколько экипажей бок о бок. Затем Ханли спросил у какого-то смертного, как ему добраться до рынка Небесной столицы. Смертный без промедления стал показывать ему путь в северную часть города. Это и есть рынок Небесной столицы. Ханли с удивлением посмотрел на сцену перед ним. Он увидел огромный туманный барьер, покрывающий всю северную часть города. Там было, по меньшей мере, более 100 улиц, что было совершенно несовместимо с его мысленным представлением этого рынка. Но то, что больше всего удивило Ханли, было в центре северного района. Там был огромный павильон, плавающий в сотни метров над землей. Павильон привлекал внимание изумрудно-зеленым блеском, казалось, будто он сделан огромного куска нефрита. Это было просто невероятное зрелище. Ханли был заворожен тем, как солнечный свет отражался от павильона. Хотя он и не знал, как появился этот павильон или почему висел в воздухе, Ханли чувствовал, что это на самом деле было чем-то неповторимым. В этот момент выражение лица Ханли изменилось. Он внезапно скрыл свой настоящий уровень культивации до 8-го уровня стадии конденсации ЦИ. Затем Ханли услышал шаги позади него и чей-то женский голос: «Вы первый раз на рынке Небесной столицы». Культиваторы, впервые увидев павильон облачных мечтаний, пребывают в шоке какое-то время. Голос женщины был таким же приятным, словно чириканье иволги. Ханли повернулся и увидел группу из 3 культиваторов мужчин и 2 культиваторов женщин, которые стояли примерно в 10 шагах от него.
Две женщины были очаровательными, красивыми и дерзко одетыми. Их одежда не скрывала белые руки и безупречные лодыжки, на них даже не было обуви. В итоге ничего не скрывало их прекрасных ног. Блестящие, изысканные золотые ленты, которые были у них на лбу и запястьях, делали их еще более привлекательными. Трое мужчин выглядели совершенно обычно, однако у одного из них было невероятно похотливое лицо, в результате чего он выглядел довольно неприглядно. Эти пятеро были культиваторами стадии конденсации ЦИ на 10 уровне. Казалось, что они могли скоро совершить прорыв. Осмотрев этих красивых женщин, Хань Ли с недоумением спросил: «Вы все даосисты?» «Это красивая молодая женщина, мой хороший друг, Юань Я. Мы культиваторы-отступники с близлежащего острова. Мы слышали, что здесь продают редкие материалы с других островов. Этих троих культиваторов мы встретили здесь. Мы собрались вместе, чтобы осмотреться», — проговорила одна из женщин. Она с большим любопытством рассматривала Хань Ли и кривую душу и улыбалась, пока говорила. Судя по ее голосу, именно она задала тот вопрос. Женщина рядом с ней была невероятной красавицей в самом расцвете юности. Мало того, что ее кожа была мягкой и чистой, чем снег, ее кожаная одежда позволяла всем оценить ее красивое тело, в результате чего мужчины пускали слюни при виде ее. Она действительно была той раковой красоткой, которая могла разрушить страну. Однако эта женщина не обращала внимания на Хань Ли. Ее яркие и красивые глаза были прикованы к кривой душе с выражением на лице, полным изумления. Хань Ли внутренне хмурился, увидев это. Хотя Хань Ли скрыл свой истинный уровень культивации, культивация кривой души была у всех на виду. Хань Ли считал, что благодаря тому, что его сопровождал этот живой труп, он мог бы избежать неприятностей и предотвратить любые злобные нападения со стороны других культиваторов. Однако появление такого эксперта, как кривая душа, слишком привлекало внимание. Таким образом, Хань Ли спокойно сказал: «Рады знакомству с боевыми товарищами. Я Хань Ли, а это мой боевой дядя Кривая душа, и мы на самом деле в первый раз на рынке небесной столицы». Изящная женщина ответила, слегка хихикнув: «Я так и знала». Старший Кривая душа и боевой товарищ Хань Ли впервые увидели павильон облачных мечтаний. В противном случае, почему они до сих пор стояли на месте и пялились на него? Старшая боевая сестра и я можем показать вам двоим множество хороших магазинов. Хотя мы не являемся выходцами с острова Отважных звезд, мы несколько раз бывали здесь, так что знаем этот рынок как свои 5 пальцев. Равнодушная красотка Юань Я вдруг заговорила с восторженным взглядом и очаровательной улыбкой, которой мужчины не могли отказать: «Да. Если старший Кривая душа не возражает, мы на самом деле может показать вам рынок, чтобы вы не тратили много времени на нужные вам товары». Услышав это, трое мужчин-культиваторов, которые путешествовали вместе с ними, изменились в лицах. Но перед старшим Кривой душой в лице культиватора поздней стадии заложения фундамента у них не было другого выбора, кроме как промолчать. Хань Ли был ошеломлен. Это был первый раз, когда он встретил таких красивых женщин, которые проявили инициативу, чтобы сопровождать его. Однако казалось, что Кривая душа их интересовал больше из-за его высокого уровня культивации. Хотя на самом деле он был бесплатным приложением к Хань Ли. Хотя он не знал, о чем думали две женщины, Хань Ли не собирался сопровождать таких вызывающе красивых женщин. Хань Ли стал контролировать ранее молчаливого Кривую душу, чтобы тот заговорил: «Нет необходимости. Я не люблю путешествовать в большой компании. Боевой племянник, нам пора». Кривая душа слегка поклонился, а затем направился вместе с Хань Ли к световому барьеру, не собираясь продолжать разговаривать с женщинами. Грубое поведение Кривой души очень удивило этих женщин. Пока женщины были разочарованы от отказа, трое мужчин-культиваторов тут же воспарили духом. «Да будет так, юные леди. Этот старший Кривая душа, человек со странным характером. Нам тоже лучше отправиться по делам», — сказал рябой мужчина, пытаясь выслужиться перед женщинами. Две разочарованные красавицы переглянулись между собой и фальшиво улыбнулись, направившись в световой барьер. К этому времени Хань Ли и Кривая душа уже бесследно исчезли на улицах рынка. Когда две женщины увидели это, на их лицах появилось беспомощное выражение и вошли в первый попавшийся магазин.